Привет, меня зовут Вика, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вместе будем вязать вот такую кофту со шнуровкой, узором ромбы. Возможно, на первый взгляд так не выглядит, но вяжется она очень просто и очень быстро. Я максимально подробно все буду показывать и рассказывать. Я вязала из пряжи Yarnart Jeans, это полухлопок, и у меня ушло 5 мотков на всю эту кофту. Вы можете взять любую другую пряжу, которая вам нравится, но я бы не советовала брать 100% акрил, лучше взять полухлопок, либо 100% хлопок, либо если вы хотите более теплый зимний, осенний такой вариант, то, конечно, берите шерстяную пряжу. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к вязанию, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, там я делюсь больше какими-то жизненными моментами, творческим процессом. У меня там и про вязание, и про книги, и просто про мою жизнь, поэтому, если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. И, конечно же, не забывайте подписаться на этот канал, потому что здесь будет еще много всего интересного. Ну что, давайте начинать. Начинаю вязание я с узелка. Делаю его таким образом. Кладу нить на указательный палец, завожу под нее крючок, проворачиваю на 360 градусов, чтобы образовалась вот такая петелька. Захватываю рабочую нить и протягиваю в эту петельку. Немного затягиваю узелок, подвытягиваю петельку, чтобы она не была сильно затянута, и готово. Теперь набираю цепочку из воздушных петель. Я сейчас буду вязать переднюю часть, поэтому набираю 35 воздушных петель. Если вам нужно больше или меньше, добавляйте или отнимайте по 8 петель, чтобы узор был правильным, поскольку основание ромба у нас состоит из 7 столбиков плюс воздушная петля между ними. То есть у меня 35 петель. Если вам нужно больше, возьмите 35 плюс 8, получается 43 петли. Или еще плюс 8, 51 петлю. Если нужно наоборот меньше, 35 минус 8, получается 27 петель, еще минус 8, 19 и так далее. Если вам сейчас тяжело это понять, не переживайте, посмотрите дальше, когда вы поймете принцип узора, а он абсолютно несложный, все станет на свои места. Итак, у меня готовы 35 петель. Я делаю дополнительно еще одну воздушную петлю подъема, и первый ряд установочный я вяжу просто столбиками без накида. Ввожу крючок в первую петлю, захватываю нить, вывожу 2 петли на крючке, провязываю вместе. И так провязываю до конца ряда. У меня было 35 воздушных петель, значит столбиков без накида тоже должно получиться 35. Итак, установочный ряд готов. Переходим к первому ряду узора. Обычно в начале ряда делаются воздушные петли, но я буду начинать ряды иначе. Я, не делая воздушных петель, поворачиваю работу и ввожу крючок вот сюда в первый столбик, захватываю нить, вывожу и 2 петли провязываю вместе. Теперь ввожу крючок вот сюда в первую петельку, захватываю нить, вывожу и провязываю 2 петли вместе. Запомните этот способ, им мы будем начинать каждый ряд, чтобы край изделия был максимально ровным. Итак, теперь я делаю одну воздушную петлю, пропускаю один столбик и в следующий столбик провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид на крючок, ввожу крючок в столбик, захватываю нить, вывожу, у меня 3 петли на крючке, я захватываю нить и провязываю 2 петли, у меня остается 2, и снова захватываю нить и провязываю оставшиеся 2 петли вместе. Так я провязываю еще 6 столбиков с одним накидом. Затем делаю воздушную петлю, отступаю один столбик и в следующие 7 столбиков провязываю 7 столбиков с одним накидом.
Затем снова делаю воздушную петлю, пропускаю 1 столбик и в следующие 7 столбиков провязываю 7 столбиков с накидом. Снова делаю воздушную петлю, пропускаю 1 столбик и в следующие 7 столбиков провязываю столбики с накидом. Затем снова 1 воздушная, пропускаю 1 столбик и в последний столбик провязываю столбик с накидом. Все, первый ряд готов. Мы с вами сформировали основание ромбов. Вот здесь, где у нас по 7 столбиков, ромбы будут с последующими рядами плавно сужаться с обеих сторон. А вот здесь, где пробел, такое окошко под воздушной петлей, здесь будут верхушки следующих ромбов, которые наоборот будут с последующими рядами расширяться. Переходим ко второму ряду узора. Я, не делая воздушную петлю, поворачиваю работу и сразу ввожу крючок в первый столбик, захватываю нить, вывожу и 2 петли провязываю вместе. Теперь ввожу крючок вот сюда в первую петельку, захватываю нить, вывожу и снова 2 петли провязываю вместе. Повторюсь, так мы будем начинать каждый ряд, потому что в этом изделии нам очень важен максимально ровный край. Дальше провязываю столбик с накидом вот сюда под арку, где у нас была воздушная петля. Затем делаю воздушную петлю, пропускаю 1 столбик и в следующий столбик провязываю столбик с накидом. И в следующие 4 столбика также провязываю по 1 столбику с накидом. То есть вы уже можете немного проследить логику, что предыдущий крайний ромб мы расширяем, а этот ромб наоборот сужаем. Дальше делаю воздушную петлю, пропускаю 1 столбик и провязываю столбик с накидом под воздушную петлю. Это у нас уже началась верхушка следующего ромба. Она состоит из 1 столбика, поэтому дальше мы делаем воздушную петлю, пропускаем столбик и в следующие 5 столбиков провязываем по 1 столбику с накидом. То есть этот ромб мы также сужаем. В предыдущем ряду у нас в этом ромбе было 7 столбиков, в этом уже 5. С каждой стороны мы убавляем по столбику. Дальше делаем воздушную петлю, 1 столбик пропускаем и под вот эту арку провязываем столбик с накидом. Это мы также формируем верхушку ромба, который будет расширяться с последующими рядами. Делаем снова воздушную, пропускаем 1 столбик и со следующего столбика провязываем подряд 5 столбиков с накидом. Этот ромб мы также сужаем. Дальше воздушная петля, 1 столбик пропускаем и провязываем столбик под арку. Снова воздушная петля, пропускаем столбик и со следующего столбика подряд вяжем 5 столбиков с накидом. Дальше снова воздушная петля, 1 столбик пропускаем и провязываем оставшиеся 2 столбика для крайнего ромба. Второй ряд готов, здесь уже четко видна логика. Вот эти ромбы, где сначала было 7 столбиков, а теперь 5, будут дальше сужаться, а вот эти верхушки из 1 столбика будут наоборот расширяться. Переходим к третьему ряду узора. Снова, не делая воздушной петли, поворачиваем работу, вводим крючок в первый столбик, выводим нити, 2 петли провязываем вместе. Затем вводим крючок в первую петельку, выводим нить и снова 2 петли вместе. В следующий столбик провязываем столбик с накидом и сразу вот под эту арку провязываем следующий столбик с накидом. Затем воздушная петля, 1 столбик пропускаем и в следующие 3 столбика провязываем по 1 столбику с накидом. То есть у нас вот этот ромб продолжает сужаться с каждым рядом. Дальше воздушная петля и начиная с вот этой арки провязываем подряд 3 столбика с накидом. То есть предыдущий ромб сужается, а этот ромб наоборот расширяется. Здесь уже прям логика, я думаю, максимально понятна.
И так мы вяжем до конца ряда. В этом ряду все очень просто. Мы просто вяжем подряд 3 столбика, потом воздушная петля, потом опять подряд 3 столбика, потом воздушная петля, опять 3 столбика и так далее. Главное, не забывайте пропускать столбики там, где вы делаете воздушные петли. Третий ряд готов, переходим к четвертому ряду узора. Поворачиваем работу и начинаем ряд, провязывая первый столбик уже знакомым нам способом. Затем провязываем подряд еще 3 столбика с накидом, делаем воздушную петлю, 1 столбик пропускаем и провязываем столбик с накидом. Этот ромб у нас уже сужается до 1 столбика, так что дальше идет воздушная петля. Снова столбик пропускаем и, начиная с арки, провязываем подряд 5 столбиков. Этот ромб в прошлом ряду состоял из 3 столбиков. В этом ряду он расширяется и состоит уже из 5. Дальше воздушная петля, 1 столбик пропускаем и провязываем верхушку следующего ромба из 1 столбика. Снова воздушная, 1 столбик пропускаем и подряд вяжем 5 столбиков с накидом. Так вяжем до конца ряда, чередуя 1 столбик с накидом, воздушную петлю, 5 столбиков с накидом, воздушную петлю, 1 столбик с накидом, снова воздушную и так далее. И здесь в конце, когда мы провязали верхушку предпоследнего ромба из 1 столбика, делаем воздушную петлю и подряд провязываем 4 столбика с накидом. Вот эти крайние полуромбы у нас в большинстве случаев будут отличаться по количеству от полноценных ромбов. Четвертый ряд готов, переходим к пятому, последнему ряду узора. Поворачиваем работу и начинаем ряд как обычно. Затем провязываем подряд еще 4 столбика с накидом. Затем воздушная петля. И вот этот ромб у нас уже закончился. В предыдущем ряду мы провязали его верхушку из 1 столбика, поэтому мы этот столбик пропускаем и дальше, начиная с арки, провязываем подряд 7 столбиков с накидом. То есть предыдущий ромб уже закончился, а этот ромб достиг своего максимума 7 столбиков. И со следующего ряда он уже начнет сужаться. А над воздушной петлей, которую мы в этом ряду провязываем над верхушкой закончившихся ромбов, у нас со следующего ряда будут начинаться верхушки уже следующих ромбов, которые дальше будут расширяться. Понимаете логику, да? Один ромб в каждом ряду расширяется на 2 столбика с каждой стороны, а следующий ромб наоборот сужается на 2 столбика с каждой стороны. Итак, этот ряд мы вяжем до конца, чередуя 7 столбиков с накидом и воздушную петлю. И в конце крайний полуромб у нас состоит из 5 столбиков. Кстати, забыла сказать, что вот тот имитированный столбик с накидом, который мы провязываем в начале каждого ряда, у нас считается за столбик. Итак, мы провязали 5-й, последний ряд узора. Начиная со следующего ряда у нас узор будет повторяться. Давайте провяжем еще один ряд вместе. Поворачиваем работу и начинаем ряд как обычно. Этот крайний ромб у нас тоже с этого ряда начинает сужаться, поэтому мы провязываем подряд 4 столбика, включая начальный имитированный. Затем делаем воздушную петлю и под арку провязываем столбик с накидом. Это у нас верхушка нового ромба. Опять воздушная, и следующий ромб сужается, поэтому провязываем подряд 5 столбиков с накидом. Затем воздушная петля и снова 1 столбик с накидом, формирующий верхушку нового ромба. Опять воздушная петля и подряд 5 столбиков с накидом. Так мы вяжем этот ряд, чередуя столбик с накидом, воздушную петлю, 5 столбиков с накидом, воздушную петлю, снова 1 столбик с накидом, снова воздушную петлю и так до конца ряда. Я надеюсь, вам понятен принцип. Один ромб расширяется, следующий сужается, между ними делается воздушная петля и пропускается 1 столбик, чтобы было четкое разделение ромбов. На всякий случай я оставлю вам список рядов, которые я провязала для передней детали.
И вот краткое описание каждого ряда, можете заскринить для своего удобства и вязать по нему. Важное уточнение: тот первый имитированный столбик, который мы провязываем в начале каждого ряда, я тоже считаю за столбик с накидом и называю его столбик с накидом. И еще одно важное уточнение: не забывайте, что там, где мы делаем воздушную петлю, мы обязательно пропускаем один столбик. Теперь я покажу, как мы вяжем последний ряд в каждой детали. Чтобы было удобнее потом сшивать все части и чтобы все выглядело более аккуратно, последний ряд я провязывала так же, как первый установочный, столбиками без накида. И при переходе на последний ряд я делаю одну воздушную петлю, затем поворачиваю работу и с первого столбика начинаю провязывать столбики без накида. Обратите внимание, что под вот эти арки, где у меня в прошлом ряду были воздушные петли, я тоже провязываю обязательно по одному столбику без накида. То есть первый установочный ряд у меня состоял из 35 столбиков без накида, значит и последний ряд также должен состоять из 35 столбиков без накида. Когда я дошла до конца ряда, делаю одну воздушную петлю, вытягиваю нить подлиннее, поскольку этой же нитью я потом буду пришивать деталь. Я оставляю нить примерно в 4 раза больше ширины этой детали и отрезаю. У нас каждая деталь вяжется одинаково, без прибавок или убавок, просто ровным полотном, разница лишь в количестве столбиков. Поэтому я не буду показывать процесс вязания каждой детали, поскольку принцип абсолютно тот же, что я только что показала. Вам нужно лишь добавить или убавить нужное вам количество столбиков. Помните, что добавляем или убавляем столбики мы по 8 штук. Это очень важно, чтобы не нарушался узор. Теперь, когда вы увидели принцип, вы понимаете почему. Итак, две передние части вяжутся одинаково. Для них я вначале набирала 35 воздушных петель плюс одну петлю подъема. Всего вверх я провязала 36 рядов, это включая первый и последний ряды, которые я вязала столбиками без накида. Длина одной передней части у меня получилась 34 сантиметра, а ширина 19 сантиметров. Для спины я набирала 91 воздушную петлю, вверх я провязала также 36 рядов. По итогу спина у меня получилась длиной также 34 сантиметра, а шириной 48 сантиметров. И для рукава я набирала 59 воздушных петель, вверх провязала 48 рядов, ширина рукава по итогу получилась 32 сантиметра, длина рукава 47 сантиметров. Когда все детали готовы, переходим к их сшиванию. Сначала я соединю спину с передней частью кофты. Для этого я кладу спину лицевой стороной к себе, беру переднюю часть и прикладываю ее к спине так, чтобы она была повернута изнаночной стороной ко мне. То есть мы будем сшивать детали на изнанке, поэтому я прикладываю их лицом к лицу друг к другу. Поворачиваю таким образом, чтобы длинная нить, которую я оставила для сшивания, была у меня с правой стороны. Итак, здесь на передней части у меня 35 столбиков в ширину. Значит, на спине я также отсчитаю 35 столбиков с краю и в 35 столбик поставлю маркер. То есть я отметила последний столбик, в который мы присоединим переднюю часть. Дальше я ввожу крючок в первый столбик на спине и в первый столбик на передней части. Захватываю нить, вывожу и провязываю одну воздушную петлю. Затем ввожу крючок в следующий столбик на спине и в следующий столбик на передней части. Захватываю нить, вывожу, у меня получается 2 петли на крючке, и я одну петлю протягиваю через вторую. Это у нас соединительный столбик. Ввожу крючок в следующий столбик на спине и в следующий столбик на передней части. Захватываю нить, вывожу и снова провязываю соединительный столбик. Так вяжу до тех пор, пока не дойду до маркера, то есть пока не закончится передняя часть. Всего у меня должно получиться 34 соединительных столбика, плюс воздушная петля, которой я соединила крайние столбики. Когда я дошла до последнего столбика передней части, здесь у меня на спине как раз стоит маркер. Я его снимаю и провязываю последний 34 соединительный столбик.
делаю воздушную петлю и вытягиваю кончик нити. Вот так выглядит шов с изнанки, а вот так с лицевой стороны. И точно так же я пришиваю вторую переднюю часть. Когда спина и перед у нас соединены, переходим к пришиванию рукавов. Я расположила изделие вот таким образом, изнаночной стороной к себе, и я определила середину рукава. У меня на рукаве в ширину 59 столбиков всего, то есть средний столбик получается 30. От него остается 29 столбиков в одну сторону и 29 столбиков в другую. Именно 30 центральный столбик я маркером присоединяю прямо к шву, соединяющему перед и спину. От центра у меня осталось по 29 столбиков в каждую сторону. Один горизонтальный столбик у нас равен 2 вертикальным. То есть к каждому столбику с накидом на основной части кофты мы будем присоединять 2 столбика от рукава. Поэтому 29 делим на 2, получаем 14,5. Значит, на передней части кофты от шва я отсчитываю вниз 14 рядов и в верхнюю часть крайнего столбика 15 ряда маркером присоединяю крайний столбик рукава. И точно так же со стороны спины. Пришивать рукав я буду также соединительными столбиками. Располагаю вязание так, чтобы у меня нить, оставленная для сшивания, оказалась с правой стороны. Я снимаю маркер и ввожу крючок в первый столбик на рукаве и в верхнюю часть столбика, отмеченного маркером на основном теле кофты. Захватываю нить, вывожу и делаю одну воздушную петлю. Затем ввожу крючок в следующий столбик на рукаве и в нижнюю часть следующего столбика на основном теле кофты и провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок в следующий столбик на рукаве и в верхнюю часть того же столбика на основном теле кофты. Провязываю соединительный столбик. И так я присоединяю весь рукав. То есть я 2 столбика от рукава присоединяю к одному столбику на основном теле кофты. Когда дохожу до маркера, снимаю его, и этот центральный столбик рукава я присоединяю прямо к шву. И дальше до конца рукава продолжаю провязывать соединительные столбики, присоединяя по 2 столбика от рукава к одному столбику основного тела кофты. Провязываю последний соединительный столбик, делаю воздушную петлю и вытягиваю кончик нити. Вот так выглядит место соединения. Точно так же присоединяю второй рукав. Теперь я покажу, как соединять боковину и низ рукава. Я беру нить и делаю узелок уже знакомым нам способом. Ввожу крючок в нижнюю часть первого столбика на одной стороне и в нижнюю часть первого столбика на другой стороне. Захватываю готовую петельку и протягиваю в эти столбики. Делаю воздушную петлю. Затем ввожу крючок в верхнюю часть этого же столбика на одной стороне и также в верхнюю часть того же столбика на другой стороне. Провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок в нижнюю часть теперь второго столбика с одной и с другой стороны. Провязываю соединительный столбик. Затем провязываю соединительный столбик в верхней части этого же столбика с одной и с другой стороны. И так я соединяю всю боковую часть. То есть я каждый столбик с накидом с одной стороны присоединяю к столбику с накидом с другой стороны 2 соединительными столбиками. Дойдя до начала рукава, то есть до подмышки, я миную сам шов и продолжаю по тому же принципу соединительными столбиками сшивать рукав в круг, пока не дойду до самого его низа. И точно так же потом соединю другую сторону кофты. И я сразу покажу, как я прячу кончики ниток. Можно делать это крючком, но мне удобнее иглой. Я ввожу кончик нити в иглу и провожу ее в рандомные столбики. У меня здесь как раз идет шов, поэтому я спрячу кончик во шве. Просто провожу нить через несколько столбиков.
Не обязательно прятать прям весь кончик, я спрятала в принципе достаточно, и теперь оставшийся кончик могу отрезать. Нам осталось связать шнурок. Для этого я взяла крючок поменьше, 3 мм. Беру нить и делаю узелок. Затем набираю цепочку из воздушных петель такой длины, какой мне нужен шнурок. Я отказываюсь считать, сколько воздушных петель я в итоге набрала, но у меня получилась длина шнурка примерно 2 метра. Когда я набрала нужную длину цепочки, я отступаю одну петлю и во вторую петлю от крючка провязываю соединительный столбик. То есть ввожу крючок в петлю, захватываю нить, вывожу, одну петлю протягиваю через вторую. И так соединительными столбиками я провязываю до самого конца цепочки. Провязав последний столбик, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю. Вот эти два кончика от начала и от конца вязания я завязываю на 2 узелка. И эти кончики точно так же с помощью иглы прячу в столбиках. Последнее, что осталось сделать, вставить шнурок в кофту. Располагаю кофту вот так, и шнуровать я буду снизу вверх. Но вы можете сделать наоборот, то есть чтобы бантик был внизу. И правый кончик шнурка я продеваю вот сюда, за первый столбик первого ряда. Здесь прям есть вот эта дырочка. Продеваю с изнанки на лицо. Точно так же с левой стороны продеваю шнурок за первый столбик первого ряда. Выравниваю шнурок так, чтобы у меня кончики были с двух сторон одинаковой длины. Теперь беру правый кончик шнурка, на левой стороне кофты отсчитываю 3 ряда, то есть вот сюда в первый ряд я продела шнурок, от него отступаю 3 ряда и за первый столбик 4-го ряда продеваю шнурок. Точно так же с правой стороны кофты отступаю 3 ряда и за первый столбик 4-го ряда продеваю шнурок. Как вы видите, ничего сложного нет, я по сути шнурую кофту по принципу кроссовок, просто отсчитывая равное количество рядов между теми местами, где проходит шнурок. Вы можете сделать шнуровку более частой или более редкой, я же всегда отступаю по 3 ряда. Всего я в итоге протянула шнурок по 5 раз с каждой стороны. Когда я надену кофту, затяну уже шнуровку так, как нужно, а сейчас просто завязываю бантик и все готово. Повторюсь, вы можете зашнуровать так, чтобы бантик был внизу, но мне больше нравится, когда он вверху. Собственно, вот такой результат у меня получился. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Конечно, вы можете связать вариант подлиннее, но в моей задумке была именно вот такая укороченная кофта. И, честно говоря, я влюбилась и в этот узор, и в этот цвет пряжи, плюс благодаря шнуровке кофта смотрится еще более интересно. В общем, я довольна на все 100%. Ну что, я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ну, либо можете просто меня похвалить, мне будет очень приятно. И я еще раз напомню, что у меня есть телеграм-канал. Если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. И, конечно же, подпишитесь на этот канал, потому что здесь будет еще много всего интересного.